Юг Африки. Полупустыня Каро, 2010 и 2011 годы. Из красноватого песчаника выковыривают кости двух крупных зверей. Упаковали, отвезли в коллекцию, сунули в ящик. И забыли. Надолго забыли. Это не чья-то небрежная ошибка. В Каро окаменелости валяются буквально под ногами. Разобрать все привезенное физически невозможно. И склад необработанного есть у любого приличного музея. Кости пролежали в ящике больше 10 лет. Руки дошли только в 2023-м. Череп в полметра длиной. Верхние клыки загнуты назад двумя лезвиями. Кристиан Камерер перебирает местных хищников той эпохи, ищет, на кого это похоже. Не сходится ни с кем. Сходится с теми, кто лежит в глинистых обрывах на берегу Северной Двины под Котласом. 11 300 километров по прямой. Зверя зовут Иностранцевия. Имя ей дал Владимир Амалицкий, который в начале 20 века вытаскивал пермские кости из северодвинских обрывов, а назвал находку в честь геолога Александра Иностранцева. Размером Иностранцевия была примерно с тигра, кожа, судя по всему, толстая и голая, как у слона или носорога. И вот тут важно не промахнуться. Это не ящерица и не динозавр. Динозавров в тот момент вообще еще нет в проекте. Иностранцевия – горгонопс, а горгонопсы – это ветвь звероподобных. Та самая линия, которая через прорву поколений выведет к млекопитающим, к нам. Первые в истории планеты сабельные клыки отросли не у кошки, у нашей дальней родни. «Ну ушла и ушла», — скажете вы, мало ли кто куда ходит. Проблема в том, что крупные хищники так не делают. Им нужны гигантские охотничьи угодья. Они медленно растут, медленно размножаются, и когда среда начинает сыпаться, выносят их первыми. Посмотрите на волков в Европе или тигров в Азии. От ареала 200-летней давности остались обрезки. Верхушка пищевой пирамиды – самое хлипкое, что в ней есть. И вот эта верхушка обнаруживается на другом конце суперконтинента. Камерер и Пиа Вильетти полезли смотреть, когда в Кару исчезают свои крупные хищники – рубиджейны. Оказалось, те выпадают из слоев заметно раньше, чем начинается основное вымирание у всех остальных. Иностранцевия пришла не драться за место, она пришла на пустое. И просидела недолго. Ее сменили, сменщиков сменили, потом еще раз. 4 смены верхушки меньше, чем за 2 миллиона лет. Камерер насчитал именно столько, и второго такого случая в истории наземной жизни просто нет. Экосистема меняла главных хищников, как перегоревшие лампочки. Причем все это еще до того слоя, по которому мы вообще отмеряем катастрофу. Катастрофу датировали неприлично точно для такой древности – 251 миллион 941 тысяча лет назад, плюс-минус 37 тысяч. Великое вымирание. Море. До 96% видов по классическим оценкам. Ближе к 81 по свежим и осторожным. Разброс огромный, и он честный. Считать проценты по дырявой летописи – то еще удовольствие. Но даже нижняя граница означает, что океан вычистила почти под ноль. Суша. Около 70% семейств наземных позвоночных. Ездят смотреть на этот рубеж в одно место – Мэйшань, провинция Чжэцзян, восток Китая. Старый известняковый карьер, ничего величественного. Именно туда забит международный колышек, разделяющий Пермь и Триас. И держится он на слое номер 25, несколько сантиметров глины бывшего вулканического пепла. По циркону из этой глины и получены все точные даты. Ниже нее порода набита битком – брахиоподы, кораллы, мшанки, фузулиниды. Выше почти пусто, а что есть – мелкое и однообразное. Приложите к стенке карьера 2 ладони, между ними уместится вся разница. Мир, в который это прилетело, надо представлять правильно, потому что на Юрский парк он не похож ничем. Вся суша сгребена в один континент – Пангею, вокруг один океан. Внутри сухо и континентально, по краям леса из семенных папоротников с листьями до полуметра.
Хозяева суши, наши предки и наша двоюродная родня – дицинодонты с роговым клювом и парой бивней, париозавры вроде скутозавра, бронированная корова в чистом виде, и над всеми ними – горгонопсы – первая империя нашей линии и единственная. В море все еще архаичнее. Рифы строят не нынешние кораллы, а четырехлучевые и табулятные. Дно выслано брахиоподами и морскими лилиями, целыми лугами на стебельках. И там до сих пор ползают трилобиты, 270 миллионов лет стажа и 2 массовых вымирания за плечами. Причину обычно называют одним словом – Сибирь. Слово правильное, ответ неполный. Сибирские траппы – это чудовищные излияния базальта на территории нынешней Восточной Сибири. Провинция занимает около 6 миллионов квадратных километров. Объем вылившегося и внедрившегося вещества считают миллионами кубических километров. Дальше логика напрашивается сама. Залило полконтинента, все сгорело, вот вам и вымирание. Красиво. И не работает. Нестыковку разглядел геолог Сет Бёрджес. Траппы изливались сотни тысяч лет, а вымирание уложилось в отрезок куда короче. Если убивает лава, почему живое держалось, пока она текла, и посыпалось только в конкретный момент? То, что Бёрджес, Джеймс Мюрхет и Сэмюэл Бауринг опубликовали в 2017-м, звучит до обидного технично. В какой-то момент магма перестала переть наверх и пошла вбок. Она начала расползаться горизонтальными пластинами, силами, внутри осадочного бассейна. А Тунгусский бассейн, куда она полезла, набит углем, солью, известняками и органикой. То есть раскаленное вещество не разлилось по поверхности, оно залезло под крышку и включилось как духовка. Уголь в такой духовке не горит, он выпекается и отдает наружу все, что в нем есть, в виде газа. Метан, углекислота, соединение серы. Плюс хлор и фтор из соляных толщ, а это уже прямой выстрел в озоновый слой. Давление было такое, что газ пробивал породу насквозь вертикальными трубами взрыва. Их в Сибири находят до сих пор, счет идет на тысячи. Планету убил не вулкан. Планету убило то, во что вулкан по случайности воткнулся. Дальше арифметика, от которой становится нехорошо. Расчеты по изотопам бора и модели 2021 года дают рост концентрации углекислого газа примерно в 13 раз относительно доисторического фона. 2 отдельными импульсами. На пике 4,5 миллиарда тонн углерода в год. Человечество сейчас выдает порядка 10 миллиардов. Да, мы быстрее. Сибирь была медленнее, зато держала свой темп десятки тысяч лет подряд, без выходных. Проверить, дошло ли сибирское до всей планеты или осталось региональной бедой, можно по никелю. Аэрозоли тащат его с собой, у никеля есть изотопы, и у мантийного вещества их соотношение свое, ни на что не похожее. Полезли в осадочные породы пермского рубежа в Арктической Канаде, за 1000 километров от Сибири. Изотопный состав никеля там оказался самым легким из всех, что вообще мерили в осадочных породах. Пыль долетала куда угодно. Само вымирание, по датировкам Бёрджеса, Бауринга и Шу Джуна Шеня, заняло около 60 тысяч лет с погрешностью в 48 тысяч. Для геологии это щелчок пальцами. Для зверя – 1000 поколений подряд, и у каждого был шанс приспособиться. Не приспособился почти никто. В океане все складывается в цепочку, до отвращения простую. Теплая вода держит меньше растворенного кислорода. Углекислый газ, растворяясь, делает ее кислее. По изотопам бора видно заметное падение кислотно-щелочного баланса. А известковая раковина в такой воде строится все хуже, пока не перестает строиться вовсе. И сам углекислый газ в крови ломает обмен веществ у всех, кто дышит жабрами. Сложите это вместе. Животное одновременно задыхается, не может достроить собственный скелет и перегревается. Рифы легли первыми. Морские лилии почти подчистую. Трилобиты, продержавшиеся 270 миллионов лет, кончились ровно здесь. И не вернулись никогда. Дальше странность, которую видно прямо по линейке.
все уцелевшее измельчало. Раковины моллюсков, зубы конодонтов, панцири крошечных рачков острокот в слоях сразу над границей средний размер падает. И падает у разных групп разом. Это называют эффектом лилипута. Мелкому нужно меньше кислорода, он быстрее взрослеет и успевает оставить потомство до следующей плохой волны. Самое дикое последствие потепления вытащили из зубов конодонтов, крошечных древних животных, чьи микроскопические зубчики отлично копят изотопы кислорода. Группа Едуна Суня и Пола Уигнала в 2012 году получила по ним температуру поверхностной воды на экваторе около 40 градусов. На суше в тропиках до 50 и даже 60. Методику тут же принялись оспаривать коллеги, и спор не закрыт до сих пор. Но в летописи, независимо от точных цифр, видно другое. В раннем Триасе на экваторе почти нет рыбы. Нет наземных позвоночных. Живое сползло к полюсам и сжалось там, а середина планеты миллионы лет оставалась пустой полосой. Если вам заходят истории, где одна техническая деталь вроде направления, в котором поползла магма, переворачивает все целиком, подписка тут, собственно, по адресу. На суше в это время происходило то, что вы каждое лето видите в любом зацветшем пруду, только размером с континенты. Группа Криса Мейса разобрала отложения Сиднейского бассейна в Австралии. Когда леса рухнули, органику и питательные вещества со склонов стало нечему удерживать, и все это хлынуло в реки и озера. Вода зацвела. Бактериальные и водорослевые пласты возвращались снова и снова на протяжении тысячелетий и не давали пресноводным экосистемам подняться. Мир после катастрофы пах не гарью. Он пах теплой стоячей водой, тиной и гниющей зеленью. Он пах болотом. Теперь вспомним про хлор и фтор, которые выпекались из сибирской соли. Если озоновый экран действительно просел, отпечаток обязан остаться в пыльце. Жесткий ультрафиолет бьет прежде всего по делению клеток. Отпечаток есть. Доля деформированных пыльцевых зерен у голосеменных в слоях рубежа доходит до 3,6%. И такую пыльцу достают в России, в Китае, у берегов Норвегии, в Южной Африке и в Индии одновременно. Уродливые зерна не появляются по всему шарику разом из-за местных причин в каждом отдельном болоте. А в 2023-м вышла работа, где в ископаемой пыльце намеряли повышенное содержание веществ, которыми растение само закрывается от ультрафиолета. Есть еще один след, самый наглядный из всех. Геологи называют его угольным пробелом. После Пермского рубежа примерно 10 миллионов лет на Земле не образуется каменный уголь. Нигде. Ни единого пласта. Уголь – это спрессованный торф. Торф – это накопленная растительная масса болот. Значит, 10 миллионов лет подряд на планете не нашлось ни одного места, где растительность нарастала бы быстрее, чем сгнивала. И все-таки кто-то выжил. Точнее, выжил один. Листрозавр. Дицинодонт размером с крупную собаку, бочка на коротких ногах, роговой клюв, 2 торчащих бивня. В отложениях раннего Триаса он лежит в Южной Африке, Антарктиде, Индии, Китае и России. Местами в костеносных линзах Кару на него приходится подавляющая часть вообще всех находок позвоночных. Копаешь – листрозавр. Копаешь глубже – опять он. И длится это миллионы лет. Почему именно он? Часть ответа известна. Листрозавр копал норы, а под землей суточные качели температуры сглажены и воздух влажный. Он жрал растительную массу без разбора, ему не требовалась конкретная порода деревьев, что в эпоху, где деревья закончились, довольно кстати. И, судя по годичным кольцам в костях, которые разбирала Йенниф Бота-Бринг, листрозавры раннего Триаса жили быстро и коротко. Взрослели рано, размножались рано, до старости в основном не доживали. В стабильном мире это стратегия неудачника. В мире, где неизвестно, будешь ли ты жив через сезон, единственная рабочая. В 1975 году палеонтолог Джеймс Китчинг подобрал в Кару песчаный слепок норы. Слепок пролежал необработанным 38 лет.
Кару, ящик, схема вам уже знакома. В 2013-м его наконец просветили на синхротроне в Гренобле. Внутри оказались двое. Триноксодон, небольшой цинодонт, еще один наш родственник, свернувшийся клубком. И вплотную к нему земноводное, бромистега, у которого несколько ребер подряд сломаны и уже начали срастаться. Раненое, еле ползающее животное забралось в чужую занятую нору, и хозяин его не выгнал. Скорее всего, просто не мог. Он лежал в оцепенении, пережидая сухой сезон, и вряд ли вообще заметил, что рядом кто-то есть. Так они там и остались. Вдвоем. В одной трубке песчаника. 250 миллионов лет. Остается вопрос, который долго висел без ответа. Сибирские духовки погасли, почему планета не остыла? Жара держалась еще около 5 миллионов лет, и вулканизмом это уже не объясняется. К тому моменту его нет. Разобрались только в 2025-м. Группа под руководством Джен Сюй из университета Лидса и Китайского университета геонаук опубликовала в Nature Communications карты растительной продуктивности, собранные по ископаемым остаткам до кризиса, во время и после. Вышло вот что. Тропические леса, главный механизм, которым планета вытягивает углерод из атмосферы и закапывает его, обрушились и не восстанавливались очень долго. Без них углерод оставался наверху. Без растительного покрова хуже шло химическое выветривание пород, а оно тоже связывает углерод. Планета, которая должна была себя охладить, осталась разом без обеих рук. Бенджамин Миллс, один из соавторов, сформулировал это предельно сухо. Если современные тропические леса обрушатся похожим образом, остановка выбросов сама по себе климат уже не вернет. Углеродный цикл к тому моменту будет другим, а на его починку уходит геологическое время. Наша родня из кризиса вышла живой, но с верхних этажей ее снесло. В опустевшие ниши раннего триаса полезли архозавры, и первый крупный хищник нового мира выглядит уже совсем иначе. Длинномордый протерозух, куда больше похожий на крокодила, чем на что-либо звериное. Дальше от архозавров пойдут динозавры, а трон, который мы потеряли на Пермском рубеже, вернется к нашей линии через 186 миллионов лет, когда упадет астероид и освободит его снова. Забавно, что дверь оба раза была одна и та же. Наши предки проходили в нее маленькими, всеядными, роющими и никому неинтересными. Разница только в скорости. С астероидом все решилось за часы и годы. Здесь тянулось десятки тысяч лет. Небо не падало, просто каждое следующее поколение жило чуть хуже предыдущего. Вода чуть теплее, кислорода чуть меньше, еды чуть однообразнее. И так 1000 раз подряд. А иностранцы Вию продолжают находить. В 2024-м опознали по обломку челюсти в Танзании. В 2025-м подтвердили в Мозамбике. Путь через Пангею был, его сейчас по кусочкам наносят на карту. Открытым остается другое. Прошел ли этот род 11 тысяч километров, уходя от разваливающегося дома? Или он всегда жил широко, а мы до сих пор натыкались только на края? Хищник ведь не выбирает маршрут. Он идет туда, где есть кого есть. И линия его находок – это линия мест, где на тот момент еще оставалась жизнь. Тогда череп в музейном ящике в Кару лежит там, где кончилась последняя дорога. Мне эта версия нравится больше. И я не уверен, что нравится она мне потому, что вероятнее, а не потому, что красивее. А в науке это разные вещи, и путать их нельзя. Вторая версия, где мы просто плохо копали, ничуть не слабее. Так что если у вас есть чем ее добить или чем подтвердить, я правда хочу это услышать. Потому что следующий кусок ответа, скорее всего, уже лежит в чьем-то ящике и ждет своих 30 лет.